Посмотрите на эту улитку. Она ведет себя как обычно, медленно ползает по своим делам, но что-то в ней явно не так. Вы тоже заметили эти странные пульсирующие трубочки, которые находятся на месте ее глаз? А это еще что? Почему у этой лягушки пара лишних конечностей, как будто она родилась в луже где-то поблизости Чернобыля? Вы удивитесь, но все эти ужасные последствия не случайное совпадение или генетическая болезнь, а точно настроенный механизм. Это примеры жизненного цикла двух видов трематод – плоских червей-паразитов. Они разработали альтернативную стратегию выживания и благодаря ей смогли выжить и оставить потомство. Такой способ сосуществования, где один организм живет за счет другого, достаточно распространен в природе, и таким тебя уже явно не удивить. Тогда я придумал более каверзный вопрос: а существуют ли паразиты, которые бы жили за счет других паразитов? Вау, ну ты такое точно еще не слышал! Привет, друзья! Сегодня мы погрузимся в глубины магического сада, который заставит нас переосмыслить все, что мы знаем о законах жизни на нашей планете. Мы привыкли к простым цепочкам наподобие хищник и жертва, паразит и хозяин. Но что если я скажу вам, что существуют организмы, которые настолько необычны, что используют других паразитов в качестве своего дома, своей еды и своего убежища? Да, вы не ослышались, мы говорим о гиперпаразитизме, феномене, где один паразит сам становится жертвой другого. Это не просто редкое явление, это целая вселенная сложнейших взаимоотношений, которая показывает нам, насколько невероятна изобретательность живых организмов. С вами канал Виндар. Не забудь нажать лайк и подписаться. А мы уже подходим к входу в таинственный сад. Сразу начнем с чего-то по-настоящему жуткого и завораживающего. Паразитических грибов, которые превращают насекомых в зомби. И кое-кого еще. Ты уже наверняка знаешь про кардицепс. Все начинается незаметно. Спора паразита летает по воздуху и рано или поздно попадает на тело муравья. Спустя неделю или две он теряет контроль над своим поведением и покидает гнездо. Гриб уже внутри. Муравей-покойник, и жить ему остается недолго. Его ткани оплетают нити паразита и формируется подобие нервной системы, которая способна управлять его поведением. Инфицированный муравей, как зомби, бродит по окрестностям, пока не найдет подходящее место. Затененная сторона растения на высоте 20-30 см над землей. Вот что ему нужно. Гриб заставляет муравья крепко схватиться за жилку листа своей челюстью. Это можно считать его последней миссией – обеспечить безопасное и максимально удобное место для гриба. Свою хватку он уже никогда не отпустит. Паразит прямо из тела мертвого муравья выращивает плодовые тела со спорами, которые распространяют инфекцию дальше. Но точно ли это конец? Может ли быть кто-то более хитрый, более приспособленный, тот, кто смог перехитрить даже такого зловещего, искусного паразита? Добро пожаловать в мир гиперпаразитов. Здесь даже такой умелый манипулятор, как кардицепс, сам может стать жертвой. Существуют гиперпаразитические грибы, которые нацелены именно на один вид кардицепсов. В недавнем исследовании ученые обнаружили целых два новых вида, которые вырастают на плодовых телах зомби-гриба. Один из них получил имя снежный гриб коронованный. Жизненный цикл такого гиперпаразитического гриба начинается, когда его споры оседают не на муравье, а прямо на плодовом теле кардицепса, которое уже выросло из погибшего муравья. В процессе роста снежный гриб окутывает весь торчащий из муравья кардицепс пушистым белым мицелием, похожим на снег. А его спороносные гифы, увенчанные зубчиками, как у короны, начинают рассеивать уже свои споры, подавляя размножение уже захваченного гриба. Второй назван Торубиелла мицес – зомбия. В названии авторы подчеркивают его сходство с другим грибком – Торубиеллу, чьи плодовые тела, но уже без ножек, растут уже на поверхности хозяина. Может, ты видел когда-нибудь в подвале или сыром помещении укутанные белые тела погибших пауков? Это очень часто пауки или насекомые, так как их полно в таких местах. Так выглядит работа Торубиелла. Если честно, жутковатая картина, но вид, который описали ученые, так же как и снежный гриб, не интересуется такой мелкой и простой добычей, как муравей или паук. Ему нужна добыча поинтереснее – сам кардицепс. Этот гиперпаразит также проникает в ткани гриба, питается им и предотвращает распространение его спор.
Таким образом, он косвенно спасает муравьиную колонию от дальнейших заражений. Зачем, спрашивается, нужны паразиты, которые паразитируют на других паразитах? Уникальные адаптации таких грибов включают способность распознавать и инфицировать именно другие грибы, не затрагивая животных или растения. Их важность огромна. Они выступают в качестве естественных регуляторов популяции паразитов первого порядка, предотвращая массовое вымирание муравьев, которые в свою очередь играют ключевую роль в лесных экосистемах. Без гиперпаразитов популяции зомби-грибов могли бы выйти из-под контроля. Это удивительный пример того, как эволюционный процесс сам находит способы сбалансировать даже самые агрессивные формы паразитизма. Представьте, насколько тонко настроена эта система. Интересный факт, что снегогриб из сестринского семейства грибов, то есть на кортицепсах паразитируют их родственники. И это явно не случайно. Вероятно, предки этих паразитов изначально также паразитировали на насекомых, а потом переключились на родственные грибы, с которыми конкурировали на одних и тех же хозяевах. Блин, монтажер, убери это отсюда, а то я сейчас возьму огнемет и спалю к фигам все, к чему прикасалась эта штука. О чем это я? Да блин, вы что, издеваетесь? Вот так-то лучше. Идем дальше. Теперь давай спустимся на микроскопический уровень, где развиваются не менее драматичные битвы. Мы привыкли бояться вирусов. Недавняя эпидемия показала, что они могут быть очень опасными для человека и заставить нас сидеть дома в рабочее время. Уж не знаю, это плюс или минус. Но вирус может быть как нашим врагом, так и союзником в борьбе с другими паразитами. Знакомьтесь с бактериофагами, вирусами, которые заражают бактерии. Бактериофаг – это вирус, который использует в качестве хозяина бактерию, например, сальмонеллу. Сама бактерия является паразитом для человека и других животных, вызывая серьезное заболевание – сальмонеллез. Бактериофаги по сути являются гиперпаразитами, атакующими этих бактериальных паразитов. Жизненный цикл бактериофага невероятно эффективен. Он прикрепляется к клеточной стенке бактерии, впрыскивает свой генетический материал внутрь. Затем эта вирусная ДНК или РНК перепрограммирует бактериальную клетку, заставляя ее производить тысячи новых копий себя, пока клетка не лопнет, высвобождая новые вирусы. Такой способ размножения называется литическим циклом. Есть и другой вариант поспокойней – лизогенный цикл, когда вирус помещает свою ДНК в геном бактерии, размножаясь вместе с ней, при этом не убивая ее сразу, а какое-то время сосуществуя вместе с ней. Уникальная особенность этих вирусов – это их высокая специфичность. Каждый бактериофаг обычно заражает только определенный вид или даже штамм бактерии. Это делает их бесценными в медицине. В условиях растущей устойчивости бактерий к антибиотикам, бактериофаговая терапия становится все более перспективной альтернативой. Вместо того, чтобы уничтожать все бактерии, и полезные, и вредные, они действуют как снайперы, точно нацеливаясь на патоген. Теперь давайте посмотрим немного в другую сторону. Речь пойдет о паразитоидах. Мы поговорим об осах-наездниках, насекомых, чьи личинки развиваются внутри другого насекомого, в конечном итоге убивая его. Это и будет основным отличием паразитоида от простого паразита. Но что, если такой паразитоид сам станет жертвой другого, еще более специализированного паразита? Примером может служить взаимоотношение между гусеницей-капустницы и двумя видами паразитических ос. Готовься удивляться, потому что такие отношения сложнее любого любовного треугольника. Гусеница-капустница – это личиночная стадия развития очень красивой дневной бабочки, которая является паразитом для сельскохозяйственных растений. Она живет на его стеблях и листьях, медленно поедая и уничтожая урожай. На гусеницу охотится оса-наездница из рода браконид, которая является первичным паразитоидом. Первичный здесь означает, что это первый паразитоид в этой цепочке безумия. Самка такой браконидной осы откладывает несколько яиц внутрь гусеницы. Личинки ос развиваются внутри нее медленно, питаются ее внутренностями, но аккуратно, не затрагивая важные органы. Когда они достигают последней стадии развития, то прогрызают себе путь наружу из тела гусеницы. Часто гусеница при этом остается живой. Затем личинки окукливаются, и из них вылетает взрослая браконидная оса. Все просто и закономерно. Такие отношения не редкость в дикой природе, ведь насчитывается более 100 тысяч видов таких насекомых.
Но это еще не все. На сцену выходят другие осы, которые являются гиперпаразитоидами. Вы, наверное, уже догадались, что будет дальше. Самка такой осы находит уже зараженную гусеницу, внутри которой развиваются личинки браконидной осы. Она откладывает свои яйца прямо внутрь этих личинок. Таким образом, внутри личинки капустницы развивается личинка браконидной осы, а внутри личинки браконидной осы развивается личинка уже другой осы. Получается такая веселая матрешка из паразита гусеницы, из паразитоида первого порядка браконидной осы, из паразитоида второго порядка другой осы. И все это происходит на растении, которое смотрит на это все и думает: да что тут вообще происходит, Осы второго порядка интересны своими уникальными способностями. Они точно умеют определять, заражена ли гусеница первичным паразитоидом, и могут перехитрить и переиграть осу первого порядка. Их роль в экосистемах критически важна для биологического контроля. Эти трехзвенные пищевые цепи, капустница, оса, другая оса, показывают нам, как в природе естественно регулируется популяция вредителей. Если посмотреть со стороны, можно призадуматься, а полезны ли в этом случае такие способы размножения ос гиперпаразитоидов для растений? Ведь они в итоге убивают естественных уничтожителей гусениц. Но все не так просто. Исследования показывают, что гиперпаразитоиды могут снижать эффективность первичных паразитоидов в борьбе с вредителями, но в то же время они создают сложную динамику, которая обеспечивает стабильность экосистемы в целом. Это похоже на шахматную партию, где каждый ход влияет на всех участников и может решить исход всей игры. Напоследок давайте поговорим о более тесных взаимоотношениях гиперпаразита и паразита, которые в какой-то момент стали чем-то большим. Иногда паразит настолько заинтересован в выживании своего хозяина, что повышает его жизнеспособность и репродуктивный успех, становясь фактически полезным симбиотом. Интересный пример таких отношений – бактерии рода Вольбахии. Эти бактерии обитают внутри клеток различных паразитических круглых червей. Одни из них, из семейства филярий, вызывают у человека такие тяжелые заболевания, как элефантиаз, то есть слоновая болезнь, и онхоцеркоз, речная слепота, которые до сих пор поражают миллионы людей. Филярийные черви – это макропаразиты, которые проводят часть своего жизненного цикла в насекомых-переносчиках, например, в комарах, а затем передаются человеку, где развиваются во взрослых червей и живут в лимфатической системе или под кожей. Может, вы видели людей с несоразмерно большими частями тела? Часто это элефантиаз. Эту болезнь распознает каждый. Причина такого заболевания – небольшой паразит – филярийный червь, который вызывает постоянный застой лимфы и приводит к разрастанию кожи и подкожно-жировой клетчатки. Уникальность бактерий Вольбахи в их тесной зависимости от червей. Они не могут выжить вне клеток червя и передаются от матери червя потомству. Более того, Вольбахи играют критически важную роль в размножении и выживании филярийных червей. Без бактерий черви не могут развиваться, размножаться и поддерживать инфекцию в организме хозяина. Открытие этой взаимосвязи стало настоящим прорывом в борьбе с филярийными заболеваниями. Ученые обнаружили, что простые антибиотики, которые обычно используются для борьбы с бактериальными инфекциями, могут убивать вольбахи внутри филярийных червей. Это приводит к гибели самих червей или значительно снижает их возможность размножаться, эффективно прерывая жизненный цикл паразита и снижая тяжесть заболевания у инфицированных людей. Но и это еще не все. Для полного счастья на вольбахе паразитирует вирус бактериофаг. Итого мы имеем цепочку: человек, червь, бактерия вольбахи и бактериофаг. Вот такой невероятный мир паразитов скрывается от человека в этом красивом саду. Фей, конечно, в нем нет, но есть вещи куда интереснее и удивительнее, чем самая бредовая фантазия древних сказителей. От грибов, контролирующих грибы-зомби, до вирусов, уничтожающих болезнетворные бактерии. От ос, охотящихся на личинки других паразитоидов, до бактерий, живущих внутри паразитических червей. Природа вновь и вновь демонстрирует нам свою бесконечную сложность, взаимосвязанность и поразительную красоту. Изучение этих сложнейших многоуровневых взаимосвязей между видами – это не просто академический интерес. Это ключ к пониманию глобальных экологических процессов, к разработке новых методов борьбы с болезнями и вредителями, к сохранению биоразнообразия нашей планеты. Каждое новое открытие в этой области напоминает нам, насколько взаимосвязаны все живые существа на Земле и как много нам еще предстоит узнать.
мы обнаруживаем, что даже самые крошечные организмы могут иметь огромное влияние на судьбы целых экосистем. Подумайте только, даже в самых маленьких, казалось бы, незаметных уголках сада разворачиваются настоящие драмы, удивительные истории выживания и сложнейшие эволюционные битвы. Мир полон тайн, и чем глубже мы в них погружаемся, тем больше понимаем, что истинная красота природы, ее загадка состоит во взаимоотношениях сложных систем, которые приметил еще Дарвин в своих экспедициях. Многоуровневые пищевые цепи, где паразит становится хозяином для другого паразита, показывают нам, что в природе всегда есть необычные способы саморегуляции и адаптации. Это напоминает нам о том, насколько динамична и удивительна жизнь. Давайте продолжать задавать вопросы, исследовать и удивляться, ведь каждая разгаданная тайна открывает перед нами новые горизонты для понимания нашего места в этом мире. Я старался для тебя. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также поделись своим мнением в комментариях. Особо буду благодарен тем, кто поддержит подпиской или донатом. Ссылки будут в описании. До новых встреч! Лишь бы во время этого видео я ничего не подхватил. Где мой огнемет?